Друзья, всем привет от канала Legoland. Сегодняшний выпуск, как и обещал, откроет завесы тайны на то, как же сделать откатные ворота с экономией бюджета и качеством по максимуму. Столкнулся я сам с данной проблемой, так как классические ворота имеют огромный ряд недостатков, таких, например, как провисание со временем и вообще из-за неудобства эксплуатации. Фирма, специализирующаяся на изготовлении и установке откатных ворот, объявила стоимость услуги от 70 000 рублей. Я принял решение сделать их сам. Много смотрел роликов и отовсюду понемногу вырвал для своего проекта, учитывая как положительные, так и отрицательные, на мой взгляд, моменты. Бюджет конструкции вышел около 6 000 рублей, чем я остался доволен. Впрочем, увидите сами, посмотрев ролик до конца, кому, конечно, интересна данная тема. Поехали! Итак, с чего хотелось бы начать в первую очередь. Вот у нас идут заборные столбы. Внутри столбов заложены металлические основы. К этим металлическим основам внутри столба привариваются сразу закладные и выводятся на внешнюю часть столбов. Сделано это для того, чтобы приварить в дальнейшем вот такой вот направляющий швеллер, а вернее квадратную трубу. Сечение этой трубы 50 на 50, толстостенка. Толщина стенки 4 мм. Потом к этим арматуринам ее и привариваем по вертикали. Также делается и с обратной стороны. Данные столбы нужны для того, чтобы в дальнейшем к ним уже приварить всю основу ворот. Основу движущей части составляет вот такая вот направляющая рельса. Размеры ее 80 на 50, толщина стенки 5 мм, и приваривается она по уровню строго горизонтально к несущим столбам, к закладным, скажем так. Поверх этой рельсы мы привариваем квадрат, размеры 10 на 10 миллиметров. Вот этот квадрат, он у нас и будет служить рельсой для движения ворот вправо и влево. Сама воротина представляет собой прямоугольник. В данном случае 2 метра на 4 метра. Используется труба 50 на 25 миллиметров. Толщина стенки в данном случае 1,5 миллиметра. Но лучше поставить двойку, так как при сварке конструкции возможно небольшое искажение, деформация. По центру тоже идет планка, которая увеличивает прочность конструкции. И все это дело обваривается изнутри еще вот такой трубой 20 на 20. Сделано это, во-первых, для жесткости конструкции, во-вторых, для того, чтобы в дальнейшем утопить туда профлист, и он оказался как бы в рамке. Вот с обратной стороны будет понятно, что профлист нигде ниоткуда не торчит, все заподлицо спрятано. В двух частях с двух сторон привариваются ушки, а в эти ушки вставляется уже вал с роликами. Сами ролики сделаны из капролактана.
Заказывал я их у токаря под свой размер. Внутри капролактановой обечайки находится шарикоподшипник. Раз ролик. И второй ролик. Во многих видео я наблюдал такую конструкцию, что вот в этом углу тоже ставился направляющий ролик для захвата воротины на стол. Вот. Двигаем ворота, и они спокойно заходят в паз. Воротина отлично зашла в ловушку. Если подергать за ручку, никакого колебания не наблюдается. Ворота сидят плотно. С другого угла стоит также направляющий ролик. Один. Приварен он к основному столбу закладному. И своими пазами цепляется также за квадрат 10 на 10, который идет вдоль всей воротины. Итак, у нас получается неплохой дизайн, некая воздушность и возможность установки декоративных элементов на верхнюю часть ворот. Вот эти изогнутые полукольца сделаны для того, чтобы верхняя планка не имела провисания, так как длина большая и под нагрузкой все-таки вес за счет декоративных элементов получается не маленький, она провисает. Вот 3 штуки я поставил полукольца. Раз, два и 3. Почему полукольца? Потому что вал ролика, он выпирает наружу. Если бы мы ставили просто ровные перемычки, они бы мешали воротине ездить. Вот этот вал мешал бы воротине ездить туда-сюда. Впрочем, конструкция я доволен. Вот снизу, может быть, кто-то наблюдает именно закладную планку, вот эту рельсу. И у многих возникнет вопрос, как будет сюда заезжать машина. В ближайшее время я сделаю опалубку с одной и со второй стороны и залью все заподлицо бетоном. В дальнейшем уровень пола будет подниматься тротуарной плиткой, и все сравняется заподлицо. Также и вот здесь все надо залить бетоном, пролить. Рельс делается до конца. Ворота откатываются элементарно, усилий никаких прибегать не надо. Вот просто одной рукой толкаю, и воротина уехала. Для чего я сделал вот эти вот втулки из капролактана? Потому что они беззвучные. Когда воротина ездит туда-обратно, никаких звуков лишних, громыханий не происходит. Ворота я собрал за 2 дня, очень быстро. По деньгам вышло 6000 рублей. Это вместе с профлистом. Также все элементарно закрывается. Надеюсь, данное видео вам понравилось, оказалось полезным. Берите в руки сварочный аппарат, не бойтесь. Закупайте материал, металл и вперед. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего.